США и НАТО включаются в войну. Украина вновь в центре глобальной игры. Союзники обещают ПВО, разведку и ударную поддержку. Говорят также о 5-й статье. Самые важные результаты встречи лидеров. Россияне изменили тактику атак по Украине. Шокирующие новые методы ударов по мирным. Это должен знать каждый. Дроны атаковали Москву и ряд других городов аж до Таганрога, пока в России 3-й взрыв многоэтажки за неделю. Правительство пошло против Путина, а правительственный самолет РФ прилетел в США. Встреча руководства Штатов и России или тайные переговоры. Бункерный не выходит на связь. Пропала связь с лидером страны. Ликвидирован командир режима. Волнение и возможная смена власти. Зреет бунт и закулисная борьба за власть. Паника и смена власти прямо под носом у союзника РФ. Путин на скамье подсудимых. Подписан документ. Отменен важный визит главы РФ. Главный страх Путина становится реальностью. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Без громких пресс-релизов и почетного караула что-то странное происходит за океаном. В Вашингтоне приземлился российский правительственный самолет. Кто прибыл, неизвестно, но маршрут, время посадки и контекст говорят громче любых официальных заявлений. По данным сервиса Flight Radar 24, речь идет об Ил-96 с бортовым номером RA96018. Сначала Москва, затем Санкт-Петербург и только потом прямой курс на США, в Нью-Йорк, а из Нью-Йорка в Вашингтон. Таинственный борт до сих пор остается в американской столице. Все это произошло параллельно с возвращением Дональда Трампа из Нидерландов, где он участвовал в саммите НАТО. Там он признал, что амбиции Путина могут выходить за пределы Украины, хотя и добавил, что тот якобы хочет завершить войну. Также президент США назвал своего московского коллегу сложным человеком, который просто запутался. Более того, Дональд Трамп заявил, что РФ не нападет на НАТО, пока он президент. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на 3 источника. Bloomberg добавляет подробности закрытой части встречи лидеров стран НАТО в Гааге. Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую. В итоговом коммюнике слово «агрессор» в отношении России было намеренно исключено, и формулировка была тщательно выверена. Но кто прилетел из Москвы в Вашингтон и зачем? Кремль предпринимает очередную попытку договориться с Белым домом за спиной союзников Украины? Или же все еще проще, и жены российских топ-чиновников просто полетели на шопинг? Что думаете? Ну что у нас там, Максим? Да, Владимир Ильич, такая тема актуальная, значит. А ведь прямо перед этим российское правительство пошло против Путина. Настоящий мятеж, но пока экономически. Пока Владимир Владимирович требует душить импорт и к 2030-му довести его до 17% ВВП, министр экономики Максим Решетников вдруг заявляет: нам нужно наращивать импорт, и это стратегическая, мол, задача. Прямо на встрече с иностранными дипломатами он заявил об этом. Мол, отток капитала сократился, торговля просела, а значит, ввозим побольше. Вот и вся суверенная экономика, и кто-то явно спутал импортозамещение с импортозависимостью. Тем временем в Россию завозится все больше импортного. Вот, например, дроны украинские, боевые, бесплатные и точно в цель. Московский ЖК «Середневский лес». Весь в осколках, поражающие элементы беспилотников ВСУ пробили Nissan местного жителя. Стекла выбиты по всему двору. Знает, ну тут что-то бомбануло. Район у аэропорта Внуково на ушах, взрывы слышали. В Зеленограде, Дедовске и Прокшино это только Москва. Собянин заявил об уничтожении 2 дронов. Аэропорт вводил план «Ковер». Дроны прилетели также и в другие регионы РФ, вплоть до Таганрога. Новая фаза террора. Россия переходит к невероятной тактике роев и добивания. Украинские города под ударами по новой схеме, говорят в ВСУ. Сначала волны дронов «Шахед» со всех направлений, чтобы перегрузить ПВО и заставить проморгать настоящую цель, а потом точечный удар баллистикой по уже ослабленным объектам. По данным Совета нацбезопасности Украины, Россия отрабатывает эту тактику все чаще, превращая каждый налет в ловушку. Только по Днепру 20 погибших, 317 раненых. Цель — массовое поражение, хаос и страх. И эта стратегия уже становится регулярной.
Грандиозный спектакль для Трампа и переломный момент. США и НАТО всерьез включаются в войну, и все ради Украины. На саммите в Гаге произошел разворот эпохального масштаба. Дональд Трамп, которого обвиняли в симпатиях к Путину, впервые заговорил жестко. Он разочарован Кремлем и называет Зеленского очень милым. А за кулисами переговоры о ПВО, новых поставках, разведданных и реальной готовности вмешиваться. Они уже повзрослели, но я полагаю, что благодаря России, благодаря требованию США, которое является справедливым с точки зрения уравнивания расходов, они осознали, что это необходимо было сделать и что это должно было произойти сегодня. Это укрепляет НАТО, делает его более сплоченным, а структуру этой организации более прочной в будущем. Daddy's Home, то есть «Папочка дома». Под таким слоганом Белый дом опубликовал видео с триумфальным возвращением Трампа с саммита. И это не просто мем. Президент США окончательно перехватывает рычаги управления альянсом, а союзники выстраиваются в очередь задобрить его. Уж слишком велика цена разрыва. Об этом пишут крупнейшие мировые издания. Генсек альянса Рютте ведет игру по-крупному. Он и его команда от письма в самолет до особых рассадок на ужине выстроили саммит вокруг одной цели – вырвать от Трампа подтверждение приверженности 5-й статье НАТО. И, похоже, им это почти удалось. Более того, США не исключают прямую поддержку Украины в обороне и разведке. Европа усиливает бюджет, а будущее 5% ВВП на оборону у стран-членов – это уже не теория, а часть стратегии выживания. И все с этим согласны, кроме Испании. Украина на саммите не стала центральной темой, но смогла встроить себя в повестку, пишут украинские медиа. Здесь и отдельное упоминание в бюджете НАТО, и встречи Зеленского с Трампом, и главное, Кремль официально признан долгосрочной угрозой. Но эксперты иронизируют. Европейцы на переговорах больше боялись не Путина, а Трампа. Саммит стал спектаклем под названием «Угоди папочке», с лоском, похвалой и расчетом. Но и с тревогой. Если Трамп новая ось НАТО, какой курс он выберет завтра? Один вывод очевиден. Война в Украине снова вышла на глобальный уровень. И теперь не только Киев смотрит на Вашингтон, внимательно смотрит Москва. А вот другой бункерный не выходит на связь. В Иране уже назревает бунт, и режим трещит по швам. Верховный лидер Хаминеи исчез с радаров на фоне ударов США и Израиля. Не выходит на связь. По данным New York Times, он уже больше недели просто прячется в бункере. Причина – страх покушения. По информации издания, ссылающегося на источники в Иране, 86-летний Хаминеи изолирован от внешнего мира, и даже ключевые военные вопросы решаются не напрямую, а через доверенного посредника. Вот и это внезапное видео. Непонятно, когда записано и что к чему, но зато уверенное поздравление иранского народа с победой. Благодарим Бога за то, что наши военные смогли прорвать их сложную оборону, нанести удары по военным и городским целям и сравнять их с землей с помощью нашего современного оружия. Аятолла уже назначил временных замов, в том числе 3 религиозных фигур, которые могут занять его место в случае смерти. Тем временем в Тегеране не только тревога, но и закулисная борьба за власть, как пишет New York Times. Элиту лихорадит, формируются фракции, обсуждается смена курса, вплоть до возвращения к переговорам с США. А армия, суды, администрация – все в игре. Похоже, союзник Кремля стоит на пороге большой перезагрузки. И вновь минус командир режима. Израиль ликвидировал ближайшего к Хаминеи генерала. Израильские ВВС уничтожили в Тегеране Али Шадмани, начальника штаба ВС Ирана и главу кризисного командования Хатем Аль-Анбия. Это самый высокопоставленный военный, убитый в ходе этой войны. Источники КСИР подтвердили его смерть. Всего за 12 дней Иран потерял более 20 генералов. Параллельно стало известно, в США прибыла иранская делегация, обсуждают сценарий выхода из войны. Неужели режим начал спасать себя? С аятоллой или без? Ваши ставки пишите в комментариях. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. ЦРУ тем временем уполномочен заявить, Иран отброшен на годы. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф уверяет, удары США и Израиль нанесли тяжелейший урон по ядерной программе Ирана. Разведка якобы подтверждает, разрушены ключевые объекты, восстановление займет годы, все это мы уже слышали, но в открытый конфликт с ЦРУ тут же вступает Пентагон. По данным утекшего доклада военной разведки, бункеры уцелели, а центрифуги почти не тронуты, максимум пара месяцев задержки. И тут случается поворот. У ЦРУ внезапно появляется союзник.
так сам Иран. Представитель МИДа Исмаил Багаи подтверждает, повреждения действительно серьезные. Но на этом фоне еще один неожиданный поворот. Трампу удалось продавить перемирие между Израилем и Ираном после 2 недель боев. Хрупкий мир держится на одном условии. Первый, кто нарушит, похоронит все. Пока же США явно усилили и военную, и дипломатическую позицию. Путин на скамье подсудимых. Вопрос времени. Владимир Зеленский из Гааги направился в Страсбург участвовать в заседании ПАСЕ и подписывать важное соглашение. Совет Европы и Украины создают специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Документ закрепляет механизм суда над высшим руководством России, включая Путина. Пока они у власти, есть иммунитет, но как только уйдут, начнутся процессы. Каждый военный преступник должен знать, что есть правосудие, и это относится к России. А Путин боится трибунала и уже не рискует никуда выезжать. Глава Кремля не полетит на саммит БРИКС в Бразилию. Отдуваться за него будет Лавров. Формально по видеосвязи удобнее и безопаснее, а по факту из-за страха. Ведь Бразилия ратифицировала Римский статут, а ордер на арест Путина за депортацию украинских детей все еще в силе. Бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании. Важный саммит 6-7 июля, но для кремлевского вождя мир сужается до размеров его бункера. Сегодняшний визит в Минск – первый его выезд за границы РФ в этом году. Революция в Демпартии США. Соцактивист выбивает Куому и меняет правила всей игры. Захран Мамдани, 33-летний социалист, сын мигрантов из Уганды и Индии, победил на праймерис Демпартии в Нью-Йорке, обойдя тяжеловеса бывшего губернатора штата Эндрю Куомо. Его поддержали главные фигуры левого крыла Эндрю Сандерс и Александрия Окасио-Кортес. Мамдани кричит «конец олигархам» и выступает за отмену налоговых льгот для корпораций, массовое строительство жилья, реформу полиции и полную перезагрузку городской власти. Для Демпартии это политическое землетрясение. Победа Мамдани – сигнал. Молодые, радикальные левые побеждают старую партийную элиту даже в таких ключевых гонках. Для Трампа это удар по образу старой Америки. Он, если не в бешенстве, то точно в замешательстве. Наконец-то это случилось. Демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный безумный коммунист, только что победил на праймерис Демпартии и теперь на пути к тому, чтобы стать мэром. Радикальные леваки у нас уже бывали, но теперь это становится просто нелепым. Да, это по-настоящему важный момент в истории нашей страны. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.